В роскошном ресторане Golden Oak в центре Лондона звенел хрусталь, отражаясь в зеркальных стенах. Официанты скользили между столами, сервируя блюда под свет золотых подсвечников. Смех гостей был громче музыки, а воздух пах деньгами, вином и тщеславием. Дверь открылась, и внутрь вошел мужчина в поношенном вельветовом пиджаке и старых ботинках. На фоне идеально одетых посетителей он выглядел чужим. Никто не знал, что это Александр Беннет, миллиардер и владелец сети ресторанов, решивший проверить свой бизнес под прикрытием. Он выбрал худшее место, у двери кухни, где пахло гарью и хлоркой. Там, на границе парадной роскоши и изнанки, видна правда. И правда оказалась бездушной. Улыбки персонала механические, движения выверенные, но мертвые. Он видел перед собой систему, лишенную души. И вдруг появилась Амелия Росс, официантка с усталым взглядом и живыми глазами. Простая, не глянцевая, но настоящая. Она вежливо приняла заказ, не проявив ни капли презрения к бедно одетому клиенту, когда тот попросил стейк за 600 фунтов и вино 1998 года. Александр наблюдал за ней. В каждом ее движении чувствовалась усталость, но и внутреннее достоинство. Когда их взгляды встретились, он понял, перед ним не просто сотрудница, а человек, который видит глубже. Управляющий Мартин Хейс следил за Амелией. Он презирал ее за человечность, требуя от всех лишь показного сервиса. После резкого окрика с его стороны девушка сжала губы, но не дрогнула. Александр заметил это и понял. Страх в этом заведении стал нормой. К концу вечера, когда он собирался уйти, Амелия дрожащей рукой подложила под чек белую салфетку. На ней короткое послание. «За вами следят. Проверьте кабинет Мартина. Он травит поставки». Позже, стоя под дождем у отеля, Александр развернул салфетку. Это не просьба, не жалоба, предупреждение. Она рисковала всем. Ночью он позвонил своему старому партнеру Джеймсу Холту, бывшему следователю. Через час в его пентхаус приехала Рейна Миллер, специалист по корпоративным расследованиям. Вместе они вернулись в ресторан под видом клининговой службы. В 2 ночи в коридорах звенели только холодильники. Рейна взломала кабинет управляющего. В сейфе наличные, фальшивые документы и блокнот с черной обложкой. Фотографии, подписи, счета – все указывало на масштабное мошенничество. Мартин закупал запрещенное мясо с закрытого завода, фальсифицировал бумаги и продавал его как элитный продукт. Часть прибыли уходила криминальным структурам. Среди записей было видео. Мартин угрожал Амелии, заставляя подписывать отчеты под давлением, шантажируя ее больным братом. На следующее утро, в полдень, в Golden Oak вошел уже не бедно одетый человек, а владелец сети Александр Беннет в строгом костюме, сопровождаемый людьми из финансового департамента и службы безопасности. Вся зала замолчала. Мартин побледнел. Александр подошел к тому самому столику у кухни, где накануне сидел как никто, и положил на него белую салфетку, ту самую. Он сообщил, что расследование завершено, доказательства хищений, фальсификаций и подделок переданы в полицию. Управляющего арестовали прямо в зале. Амелия стояла у входа, растерянная и заплаканная. Александр подошел к ней. Он сказал, что ее смелость спасла не только репутацию компании, но и жизни людей. С этого дня долг ее семьи аннулирован, брат получит лечение, а сама Амелия назначается руководителем отдела этического контроля, чтобы следить, чтобы больше никогда ложь не пряталась под глянцем роскоши.